Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Сегодня хочу вам показать, как вязать резинку 2 на 2 жгутами. Я уже показывала на своем канале резинку жгутами, но, к сожалению, цвет пряжи был такой, что, в общем-то, разглядеть оказалось, что ничего там особо невозможно. Хотя, в общем-то, все просто, но, тем не менее, я решила показать еще раз. Набираю сейчас на спицы количество петель кратное 4 плюс 2 кромочные. Наберу 18 петель, к примеру. На спицах сейчас 18 петель. Снимаем кромочную и начинаем вязать резинку 2 на 2. Я начинаю с лицевых. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, 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 кромочная, изнаночная. Сейчас у нас изнаночный ряд, второй. Снимаем кромочную и вяжем по узору, то есть над лицевыми мы вяжем лицевые, а над изнаночными мы вяжем изнаночные петли. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. И так продолжаем до конца ряда. Третий лицевой ряд. Снимаем кромочную и снова вяжем резинку 2 на 2. Третий ряд окончен, провязали резинку 1 на 1, и в третьем ряду четвертый ряд изнаночный. Снимаем кромочную. Все изнаночные ряды мы вяжем по рисунку, ничего меняться не будет, по узору. Заканчиваем четвертый ряд изнаночный. Переходим к пятому ряду, и в пятом ряду у нас будут перекресты. Мы будем перекрещивать наши лицевые, вот эти петли, между собой. В пятом ряду. Снимаем кромочную. И для того, чтобы нам сейчас перекрестить налево, мы подхватываем сзади петлю, скидываем обе со спицы, возвращаем на левую спицу первую петлю, снова закидываем вторую, поменяв их местами и перекрестив налево. Теперь провязываем лицевой одну и вторую. Следующие изнаночные. С ними мы ничего не делаем. Дальше у нас снова 2 лицевых. Мы снова подхватываем сзади вторую, снимаем обе со спицы, первую возвращаем на левую спицу, вторую возвращаем и обе провязываем лицевыми петлями. Далее изнаночные, провязываем изнаночными. Далее 2 лицевых, делаем то же самое. И так мы будем делать со всеми лицевыми. Возвращаем первую, вторую тоже, перекрестив налево, и провязываем их лицевыми петлями. Далее 2 изнаночных. Снова подхватываем вторую,
Снимаем обе со спицы. Первую возвращаем на левую спицу, вторую возвращаем на левую спицу. Перекрестив, провязываем их лицевыми. Изнаночная, изнаночная, кромочная, изнаночная. И сейчас перекресты будут каждые 4 ряда. То есть сейчас мы провязываем изнаночный ряд, один лицевой провяжем без перекрестов, потом еще один изнаночный, и в следующем лицевом у нас будет перекрест. Мы будем перекрещивать через один лицевой ряд. Сейчас мы вяжем изнаночную, все изнаночные ряды мы вяжем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные, не производя никаких перекрестов. 6-й ряд у нас сейчас. Значит, следующий перекрест у нас будет в 9-м ряду. Кромочная, изнаночная. Снимаем кромочную. Мы сейчас в 7-м ряду. В 7-м ряду мы никаких перекрестов делать не будем. Просто провязываем резинку 1 на 1. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Кромочная, изнаночная. Сейчас у нас 8-й изнаночный ряд. Точно так же провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными резинку 2 на 2. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Так до конца ряда повторяем. Кромочная, изнаночная. Вот сейчас мы в 9-м ряду. И мы снова делаем перекрест. Мы делали в 5-м, теперь в 9-м. То есть через каждые 4 ряда. В каждом 4-м ряду. Сняли кромочную. Снова мы поддеваем вторую петлю. Вот 2 лицевых. Мы поддеваем вторую сзади. Обе снимаем со спицы. Первую возвращаем на спицу. За ней вторую перекрестив. И провязываем лицевыми. Изнаночные изнаночными. Далее делаем то же самое. Так мы продолжаем делать со всеми лицевыми до конца ряда. Перекрещивая, провязываем их лицевыми. Изнаночная, изнаночная. Снова делаем перекрест. Изнаночные. Делаем перекрест. Возвращаем первую, вторую. Мы их перекрестили между собой и провязываем лицевыми петлями. Изнаночные изнаночными, кромочная, изнаночная. Сейчас провязываю 10-й ряд изнаночный. Кто вяжет большую резинку, у меня резинка на этом и закончилась, 10 рядов резинки у меня было. А кто будет вязать резинку выше, имейте в виду, да, что, например, у нас был в 5-м ряду перекрест, далее плюс 4, 9-й, еще плюс 4, 13-й, еще плюс 4, 17-й. И вот таким образом будут идти перекресты. Каждый раз плюс 4. Вы не запутаетесь. Один лицевой ряд мы провязываем без перекрестов и один с перекрестами. Это после 5-го ряда, что касается поворотных рядов. Вот таким образом выглядит резинка. На самом деле выглядит она очень интересно. У горловины хорошо выглядит эта резиночка. На фотографии видно хорошо. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами была Марина, канал «Вяжем вместе с Маринос». Всего доброго!